Люди всегда стремились к счастью. Кому-то это удавалось, кому-то нет. Все искали, не все нашли. Почему? Счастье не обязательно? Почему кто-то сдается на пути к своему счастью? Потому что нет понимания, что такое счастье. А правда, а что это такое? В чем счастье? В любви, в деньгах, в карьере, в семье. Каждый даст десяток ответов. И каждый будет с пеной у рта доказывать свою правоту и не соглашаться с собеседником. Не существует вещей, идей или действий, являющихся счастьем для всех. Что для одного счастье и источник наслаждения, для другого личный апокалипсис. Но счастье ведь существует. С этим же согласно абсолютное большинство. И если кто-то в данный момент эту идею отвергает, то это было не всегда. И будет не всегда. Каждый был счастлив раньше, либо счастлив сейчас, либо надеется стать счастливым в будущем. Я хочу помочь вам стать счастливым навсегда. Не заставить вас, не дать вам какой-то рецепт, а помочь вам стать счастливым. Для этого вам нужно понять, а что такое счастье? Это канал «Аппаратная психотерапия Аудиокатарсис», и я его автор и ведущий, доктор Родион Кузнецов. Вот уже 25 лет я занимаюсь проблемой математической модели нервной системы. И на этом канале я рассказываю о практическом применении этой модели. Как знание законов работы нервной системы может помочь вам стать энергичным, уверенным в себе, счастливым человеком. Итак, что такое счастье? По нашим нервам не текут образы или звуки, запахи, только электрические импульсы, которые мы называем нервными сигналами. Наша нервная система – это идеальный, совершенный электроприбор. Для ее работы необходим электрический ток. Ионы, гормоны, медиаторы, глюкоза, фосфолипиды – это только средства для прохождения электрического тока. Чем больше электроэнергии поступает в мозг, тем более он работоспособен. Тем больше задач он способен решать одномоментно. Эмоции – это индикатор количества электрического тока, поступающего в наш мозг. Чем больше электроэнергии поступает в наш мозг, тем более мы счастливы. Если сейчас в наш мозг поступает больше тока, чем час назад, значит мы себя чувствуем лучше, чем час назад. Мы более счастливы. Именно поэтому счастье такое разное. Это зависит от того, на каком уровне энергопотребления мы были и на какой старе. Счастье – величина абсолютная и относительная одновременно. Счастье – это наше внутреннее состояние, а не внешние факторы. Вы скажете, ну как это? Ведь, например, я счастлив, когда читаю интересную книгу. А моя знакомая счастлива, когда идет по магазинам. Значит, счастье в книгах или в деньгах? В вещах? Нет. Все, что мы привыкли считать необходимым для счастья, это триггеры, пусковые механизмы. Принцип работы нашей нервной системы – рефлекс. Всю свою жизнь мы формируем огромные рефлекторные комплексы, которые можно сравнить с микропроцессором. И которые мы называем своим опытом, своими знаниями, своей памятью. Каждый из этих микропроцессоров обладает своим электрическим сопротивлением. И по каждому проходит свое количество электроэнергии. Чем больше тока проходит по данному рефлекторному комплексу, тем больше счастья мы испытываем. Поэтому одни воспоминания наполняют нас счастьем, а другие печалью. Чтобы сработал рефлекторный комплекс, необходим пусковой механизм, триггер. Мы счастливы не потому, что читаем книгу, а потому, что при чтении книги включается рефлекторный комплекс, несущий большое количество электроэнергии в мозг. Индикатор показывает счастье. Поводов для счастья так же много, как много триггеров в окружающем нас мире. Причина одна. В мозг поступает больше энергии. А почему счастье бывает с негативным оттенком? Мы можем завидовать соседке и быть счастливым, если у нее что-то случается нехорошее. Или бывает и радость, и злорадство. И в том и другом случае мы счастливы в данный момент. Но почему-то понимаем, что злорадство – это плохо. Почему? Единственным источником электрической энергии в нашем организме являются рецепторы. Это они превращают в электрический сигнал все виды окружающей их энергии. Рецепторы можно разделить на две большие группы – внешние и внутренние.
Внешне генерируют электричество из энергии Солнца, Земли, воды, воздуха. Внутренние же реагируют на изменения состояния нашего организма. Но сильные изменения физико-химического состояния нашего организма мы воспринимаем как боль. В норме у здорового человека для работы нервной системы достаточно энергии внешних рецепторов. В результате перенесенных инфекций, воспалений, травм электрическое сопротивление нервных путей увеличивается. Количество энергии, поступающей в мозг, уменьшается. И вынужденно к процессу энергообразования подключаются внутренние рецепторы, рецепторы боли. Это и является критерием отличия положительных эмоций от негативных. При негативных вы испытываете физический дискомфорт, боль. Каждый раз, когда вы делаете то, что считаете неправильным, вы испытываете дискомфорт. Считается, что это душевный дискомфорт. Но он всегда физический. Где-то тянет, где-то давит, что-то колет и так далее. Еще одно обязательное отличие негативных эмоций – усталость, которая наступает после испытанной эмоции. Дело в том, что для работы внутренних рецепторов необходимо изменение состояния нашего организма. А чтобы это изменение произошло, нужно приложить к этому нашу внутреннюю энергию, в том числе нервную, электрическую. И откуда ее взять? От внешних рецепторов. Происходит своего рода зарядка аккумуляторов. Появляется дефицит энергии. По сути, мы для негативных эмоций, в том числе и счастья с негативным оттенком, берем кредит у своего здоровья. И платим потом за это очень большой процент. Негативные эмоции не ведут к болезням. Они показывают, что болезни развиваются. Более подробно о работе нервной системы вы можете прочитать в книге «Медицина, которой нет». Ссылки я оставлю в описании. Понимаю, что я вас загрузил. Стало еще непонятнее, как достичь счастья. Нужно увеличить количество энергии в мозг, не используя для этого боль. Это как? Один способ вы знаете. Это переключение. Заниматься теми делами, которые приносят вам счастье. Пользоваться тем опытом, который несет в мозг наибольшее количество энергии. И избегать тех дел, которые приносят вам душевный или физический дискомфорт. Пошаговый алгоритм я даю в ролике «Формула успеха. Как добиться успеха в любом деле». Как стать счастливым человеком. Ссылки в описании. Хочу обратить ваше внимание, что это алгоритм-формула, в которой вы будете подставлять свои данные, чтобы получить ваш результат. Единого результата для всех не существует, формула одна, но пути достижения счастья сугубо индивидуальны. Но есть еще способ для ленивых. Это аппаратная психотерапия аудиокатарсис. Этот метод физиотерапевтического воздействия исходно создавался для восстановления оптимальной проводимости нервных путей, для уменьшения их электрического сопротивления. Как следствие, количество энергии, поступающей в мозг, резко увеличивается. Энергии внешних рецепторов становится более чем достаточно. Необходимость в альтернативной энергии боли отпадает. Вы просто надеваете наушники и продолжаете заниматься своими делами. Все остальное аппаратная психотерапия сделает сама. Предвижу возражение, что такое невозможно. Я не хочу с вами спорить. Поэтому первые 5 суток аппаратной психотерапии после регистрации на сайте даются вам бесплатно. Чтобы вы могли попробовать и составить свое мнение об этом методе. Только через 5 дней вы можете решать, стоит ли продолжать курс. Проводите сеансы аппаратной психотерапии. Избавляйтесь от блоков и комплексов. Наполняйте свою жизнь энергией и счастьем. Будьте здоровы и счастливы.